Всем привет! Сегодня мы полетаем на очень неплохом дроне. Приобрел его совсем недавно по очень демократичной цене 18 900. Идет вот в таком кейсе. Сейчас посмотрим, что внутри. Называется аппарат Bax 16 Pro. Вот такой вот квадрокоптер. В комплекте идет сам коптер, пульт управления и одна батарея. Пульт управления работает от обычных батареек пальчиковых АА. Покупаются отдельно. Также отдельно приобретается карточка, на которой вы будете записывать видео. Емкости аккумулятора хватает на 28 минут полета. Запускаю его уже не первый раз, третий. Первые два были чисто такие вот испытательные. Просто дрона я никогда в жизни не имел. И летать, просто не мог, не понимал, как это делается. Сейчас так вот я хочу не просто погонять его, а еще попытаться снять вот красивые виды здесь, на набережной Федоровского, в Нижнем Новгороде. Карта, как вы видите, у меня вставлена уже. Вот слот для нее. Ноги передние выдвигаются. И вот по такой схеме он раскладывается. И на аккумуляторе кнопка, которая, собственно, включает его. Нажимаем. 4 лампочки горят. Все, дрон включен. Так, еще у него трехосевой подвес. Просто вот таким образом отщелкивается. Камера очень хорошая. Сейчас нужно связать наш пульт управления дроном с телефоном и, собственно, с самим дроном. Антенны имеются. Таким вот образом, чтобы телефон нам не мешал. Для того, чтобы телефон, смартфон закрепить на пульте, необходимо достать его из чехла. Естественно, чтобы вас ничего не отвлекало, необходимо включить режим полета и подключить связь Wi-Fi. Перед каждым полетом дрон требует калибровки, которая выполняется вот таким вот образом. 3 оборота горизонтально и 3 оборота вертикально. О том, что вы все сделали правильно, скажут ходовые огни. Зеленый сзади и красные спереди. Тут, короче, все здорово отсвечивает. Но, тем не менее, нашел он 16 спутников и к полету готов. Все. Так. Картинка есть. Ключ на старт. Кнопка разблокировки запускает двигатели. Ну все, полетели.
Сейчас я утратил визуальный контакт с дроном и решил для проверки активировать функцию «Автоматический возврат к месту взлета». Кстати, можно выставлять высоту возврата дрона, чтобы он возвращался к вам и не зацепил какие-нибудь препятствия. У меня сейчас высота возврата выставлена 50 метров. В любой момент вы можете переключиться опять на ручное управление. В данном полете съемка у меня ведется в Full HD качестве 60 кадров в секунду. Хочу посовершать взлеты и посадки сегодня с разных мест, так что сейчас передислоцируюсь. Возврат выполнен на отлично. Отклонение от точки взлета пару метров. Новая точка. Взлет и полет проходил на отлично, но случилась беда. Я слышал, что квадрокоптеры не падают сами по себе. Да, могут улететь и не вернуться. Да, могут задеть препятствия и разбиться. Но со мной, видимо, произошел редкий случай. На моих глазах у дрона отказали 3 двигателя из 4. Он совершил кульбит, переворот, и рухнул на практически отвесном склоне Похвалинского съезда. Смотрите сами. Буду благодарен всем, кто мне сможет объяснить или хотя бы даже выскажет предположение, почему дрон себя так повел. Пишите в комментариях. Заранее спасибо. При этом один его двигатель продолжал постоянно работать. Пока я искал его, извлекал, это заняло минут 10 у меня. Благо, я не отправил его на более длинное расстояние. Что произошло далее и в каком состоянии дрон, смотрите на моем резервном канале на Яндекс.Дзене. Ссылка будет в описании. Буду очень благодарен, если вы на него перейдете и подпишитесь. Канал на YouTube я бросать не собираюсь, но велика вероятность, что YouTube либо сильно замедлят, либо, что более вероятно, заблокируют совсем. А с вами был Лябин Валерий, канал «Путь-дорогу». Путешествуем в свете последних событий, пока только по России. Увидимся. До новых встреч!